Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию крючком сумки ракушки Наутилус. Вот такая красивая сумка у меня получилась. По размеру она высотой 36 сантиметров и шириной 30 сантиметров. Материалы для вязания крючком сумки. Трикотажная пряжа, 2 мотка. В одном мотке 100 метров, 300 грамм. Состав пряжи стопроцентный хлопок. Крючок для вязания 6 миллиметров и крючок для вязания 4 миллиметра. Кольца, внутренний диаметр 30 миллиметров, 2 штуки. И готовая цепочка для сумки, длина 60 сантиметров. Для начала работы нам нужно распустить пряжу с внешней стороны мотка и затем растянуть пряжу. И так делаем в процессе всей работы. Оставляем короткий кончик 20 сантиметров и делаем колечко амигуруми. Вяжем крючком одну воздушную петлю. Далее набираем в кольцо 6 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд вяжем крючком по спирали без подъема ряда. Вводим крючок под первую петлю и делаем 2 столбика без накида в одно основание. Точно так же вяжем крючком остальные петли. Итого во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида.
Мы закончили второй ряд. Давайте отметим последнюю петлю в ряду. У нас должно получиться 12 петель. Далее вяжем крючком третий ряд и опять делаем по 2 столбика без накида каждую петлю из предыдущего ряда. Итого должно получиться 24 петли. Итого получается 24 петли. Мы связали крючком 3 ряда. Растягиваем петлю и закрываем ее. Вводим крючок в середину круга, вытягиваем петлю, внутри делаем протяжку. Вяжем крючком четвертый ряд. Вводим крючок поверх первой петли первого ряда, делаем воздушную петлю. И затем вяжем крючком поверх петель первого ряда столбиками без накида. Всего нужно связать крючком 6 столбиков без накида. Итого получается 6 петель. Продолжаем. Сразу переходим по спирали на второй ряд. И здесь мы тоже вяжем крючком поверх петель второго ряда столбиками без накида, всего 12 петель. Закончили второй ряд, 12 петель. Далее продолжаем. Вводим крючок через петли третьего ряда и вяжем крючком 24 столбика без накида.
Мы закончили 6 ряд. Далее вяжем крючком 7 ряд. Вяжем крючком за задние полупетли петель последнего ряда соединительными столбиками. Всего 24 петли. Мы закончили последний ряд. Оставляем короткий кончик нити, отрезаем нитку и закрываем последнюю петлю. Теперь нам нужно связать крючком второй точно такой же круг, только мы не отрезаем нитку в конце. Я закончила, связала крючком точно такой же второй круг. Нитку не отрезаем. Сразу набираем цепочку 13 воздушных петель. Присоединяем первый круг ко второму. Пропускаем одну петлю и, начиная со второй петли, за заднюю полупетельку вяжем соединительный столбик. Начиная со следующей петли вяжем крючком 10 столбиков без накида. В конце остается одна петля, в нее мы вяжем крючком соединительный столбик. Далее вводим крючок в следующую петлю на круге, делаем соединительную петлю и воздушную и переворачиваем.
Далее вяжем крючком второй ряд, пропускаем первые 2 петли, третью петлю, вяжем крючком 1 соединительный столбик. Далее вводим крючок за одну полупетлю и вяжем крючком 10 столбиков без накида. Последнюю петлю вяжем крючком 1 соединительный столбик. Обратите внимание, что у нас сейчас обратная сторона кругов смотрит на нас. Далее вводим крючок в следующую петлю на круге, делаем соединительный стежок и воздушную петлю переворачиваем. Вот у нас лицевая сторона кругов теперь смотрит на нас. Далее вяжем крючком третий ряд. Вначале всегда пропускаем первые 2 петли. Далее вводим крючок в третью петлю и вяжем крючком 1 соединительный столбик. Далее 3 столбика без накида. Далее вяжем крючком 1 полустолбик с накидом. Далее делаем прибавки. 2 полустолбика с накидом в одно основание 2 раза. Сделали первую прибавку и в следующую петлю делаем вторую прибавку. 2 полустолбика с накидом в одно основание. Далее повторяем точно так же, как с противоположной стороны. 1 полустолбик с накидом. Далее 3 столбика без накида. И в последнюю петлю делаем 1 соединительный столбик. Итого у нас должно получиться 14 петель. Вводим крючок в следующую петлю на круге, делаем соединительный стежок, воздушная петля, переворачиваем. Далее вяжем крючком четвертый ряд. Пропускаем 2 петли. Далее 1 соединительный столбик и 12 столбиков без накида. Последнюю петлю делаем 1 соединительный столбик. Далее соединяем на следующей петле на круге. Соединительный столбик, воздушная петля. Далее пятый ряд. 2 петли пропускаем. 1 соединительный столбик. 3 столбика без накида. 6 полустолбиков с накидом. Три столбика без накида. 1 соединительный столбик. И далее соединяем в следующую петлю на круге. Шестой ряд. 2 петли пропускаем.
1 соединительный столбик, 12 столбиков без накида. В конце ряда 1 соединительный столбик. Следующую петлю на круге присоединяем. Следующий ряд 7. Давайте посмотрим вместе. Мы будем делать прибавки не в каждом нечетном ряду, а через один нечетный ряд. То есть каждые 4 ряда мы делаем прибавку. 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. Два полустолбика с накидом. Далее прибавка 2 раза. 2 полустолбика с накидом в одно основание. Далее 2 полустолбика с накидом. Три столбика без накида. В конце ряда 1 соединительный столбик и присоединяем полотно к следующей петле на круге. Вяжем крючком 8 ряд. 1 соединительный столбик, 14 столбиков без накида. В конце ряда 1 соединительный столбик и присоединяем полотно к следующей петле на круге. Далее 9 ряд. Вяжем его крючком без прибавок. 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. 8 полустолбиков с накидом. Далее 3 столбика без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. И присоединяем полотно к следующей петле на круге. Далее 10 ряд. 1 соединительный столбик, и 14 столбиков без накида.
В конце ряда один соединительный столбик. И присоединяем к следующей петле на круге. Итак, вы уже, наверное, поняли принцип. Мы делаем прибавки в нечетных рядах через один нечетный ряд. То есть каждые 4 ряда нам нужно сделать прибавку. Итак, мы продолжаем вязать крючком до высоты 46 рядов. Всего нам нужно сделать прибавки 11 раз. Итак, мы закончили по такому же принципу, связали крючком всю ракушку. Давайте посчитаем. Вот у нас пара рядов, рельеф. Если по ним считать, то у нас получается 22 пары. И плюс один непарный ряд в начале и один непарный ряд в конце. Итого 46 рядов. При этом прибавки мы делали через одну пару. Поэтому прибавок всего у нас должно быть 11 раз. В последнем ряду с прибавками у нас между прибавками и столбиками без накида 11 полустолбиков с накидом с обеих сторон. И всего в этих рядах с прибавками, в последних, по 34 петли. Итак, последний ряд у нас был изнаночный, где мы вяжем крючком просто столбиками без накида. Здесь у меня осталась одна неиспользованная петля на круге, и с противоположной стороны тоже одна неиспользованная петля. Я специально оставила открытую петлю, чтобы показать, как я закрываю этот ряд. Так, мы держим открытую петлю и далее мы вяжем столбиками без накида поверх последнего ряда. При этом обратите внимание, как я ввожу крючок наверху. То есть точно так же, как мы с вами вязали крючком вокруг спирали, точно так же сейчас мы делаем обвязку крючком последнего ряда ракушки. Всего у нас должно быть 34 петли. В конце делаем соединительный столбик и затем соединительный столбик в последнюю петлю на круге. Теперь переходим на другую сторону, и здесь мы просто поверх последнего ряда вяжем крючком 12 столбиков без накида.
Используем последнюю оставшуюся петлю на круге, делаем соединительный столбик, затем можно отрезать кончик нити и закрываем последнюю петлю. И вот наша ракушка наутилус готова. Я сшила полукруглый мешочек вместо подкладки для сумки и украсила его деревянными бусинками. По размеру он у меня тоже высотой 36 сантиметров и шириной 30 сантиметров. Эту готовую подкладку я вкладываю внутрь сумочки. И мне осталось только прикрепить к сумке цепочку. Итак, моя сумка полностью готова. Высота 36 сантиметров и ширина 30 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме. Отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Желаю вам приятного вязания крючком и до новых встреч!